Сегодня я попробую максимально исполнить желания моих хейтеров. Ну что, друзья, сегодня мы отправляемся в путешествие к демилитаризованной зоне или ДМЗ. Это сильно охраняемая граница между Северной и Южной Кореей. В ДМЗ мы поехали на автобусе в рамках туристической экскурсии, поскольку самостоятельно туда попасть затруднительно. И наша первая остановка – это парк Имджингак. Прекрасное место, где семьи, разлученные Корейской войной, могут оставить сообщение надежды своим близким на севере. Всю грусть и печаль семей, разлученных этим конфликтом, и понимаешь разрушительное влияние войны на людей Кореи. Это 250-километровая зона, которая отделяет Северную и Южную Корею с конца Корейской войны в 1953 году. Это одна из самых защищенных границ в мире с тысячами военнослужащих по обеим сторонам. Мы купили северокорейские деньги, жертвы маркетинга. Вот так они выглядят, это настоящие деньги. Покупаю деньги за деньги. Можно ли сказать, что я обменяла валюту? ДМЗ была установлена соглашением о перемирии, которое закончило Корейскую войну, и была предназначена как временная мера. Однако переговоры о заключении мирного договора провалились, и ДМЗ стала постоянным элементом на Корейском полуострове. ДМЗ является местом значительной исторической и культурной важности. Здесь находятся многочисленные древние крепости, храмы и дворцы, а также места значительных военных столкновений. Также здесь расположены редкие и находящиеся под угрозой вымирания виды животных, однако из-за тяжелой охраны этой зоны доступ к этой природе строго ограничен. Несмотря на свой статус демилитаризованной зоны, ДМЗ была местом многочисленных инцидентов и стычек на протяжении многих лет, в том числе в инциденте с топором 1976 года, в котором 2 американских солдата были убиты солдатами КНДР. После посещения Имджингак парка и моста Свободы мы поехали к третьему туннелю. Северокорейские солдаты выкопали этот туннель, чтобы запустить внезапную атаку на юг. И, к сожалению, я не стала спускаться в него, хотя Даша и другие участники туристической группы сделали это. Я дальше вам покажу фотографии этого туннеля, чтобы дать представление о том, насколько тесным он был. Ну, в туннель я не пошла. Очень для меня экстремально. Но в целом интересный опыт. Северокорейского изображают таким додиком-милиционером, а южнокорейского вот такой крутой парень. Северокорейский, южнокорейский. Наша последняя остановка – это обсерватория, откуда открывается захватывающий вид на Северную Корею. Да-да, как бы странно это ни звучало. Здесь мы видим Северную Корею. Также можно обратить внимание на флаги Южной и Северной Кореи. Ходит такая история, что после того, как Южная Корея вывесила свой флаг, Северная Корея также вывесила свой флаг, но сделала это намного выше, тем самым показывая свое мнимое превосходство. Ну а это мы видим дальше город северокорейский, и вот с помощью таких вот биноклей в обсерватории мы можем видеть Северную Корею, пожалуй, ближе, чем кто-либо еще. Чувствую себя шпионом. Я их вижу. Это и красиво, и жутко одновременно видеть эту страну так близко, но так далеко. Трудно поверить, что это место, которое сейчас кажется таким мирным, когда-то было эпицентром насилия и напряженности. Сзади можно видеть кучу людей, которые, собственно, смотрят. Во! Можете видеть Северную Корею. Ой. Ой, быстро теряется. Прикольно. Сегодня ДМЗ остается напряженной и тяжело военно охраняемой границей. Демилитаризованная зона – это бесконечное напоминание
о длительном влиянии Корейской войны и продолжающемся разделении Корейского полуострова на две страны. Это был очень интересный опыт и эмоциональное путешествие, которое определенно навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, что благодаря этому видео вы тоже смогли почувствовать глубину истории и значимость места, которое мы посетили. Никогда не забывайте уважать прошлое и стремиться к миру в будущем. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!